Привет, друзья! Сегодня приготовим мясо по-французски. Но сделаем не классический вариант со свининой, жирный и тяжелый, а облегченный и намного более дешевый вариант из курицы. Основным ингредиентом у нас будут куриные бедра. Но так как готовить мы будем не жирный, а правильный вариант, первым делом мы приготовим соус для запекания по типу бешамель. В сотейнике топлю сливочное масло. И как только сливочное масло полностью растопилось, отправляем туда 2 столовые ложки пшеничной муки. И активно размешиваем, чтобы не образовались комочки. И обжариваем так муку в течение 1 минуты. Пойдет легкий ореховый аромат. И дальше добавляем туда либо молоко, либо нежирные сливки 10%, 750 мл. Вливаем постепенно и каждый раз хорошенько размешиваем. Как только первая часть объединилась, добавляем еще. Плюс этого соуса в том, что вы сами можете контролировать его густоту. Хотите использовать его для пиццы, варите меньше, получается жидкий, вкусный белый соус. Хотите сделать его погуще, увариваете посильнее. Нам нужно что-то среднее, чтобы хорошо подошло для запекания. Главное, не забывайте помешивать соус. А для того, чтобы придать нашему соусу приятный вкус, добавляем туда черный молотый перец, немного мускатного ореха и, конечно же, соль. Немного черного перца, мускатный орех. И хорошенько посолить. Соус закипел, теперь увариваем его до нужной консистенции. У нас на это уйдет от 5 до 7 минут. И когда соус практически готов, для пикантности мне нравится добавить в него 1 зубчик чеснока. Разумеется, его лучше раздавить. Смотрите, какой шикарный соус получается. Не нужно стараться уварить соус сразу до той консистенции, которую вы хотите. Во время остывания он будет дополнительно густеть, поэтому оставляем его на структуре 10% сметаны. Чуть-чуть густой, чуть-чуть жидкий, и пусть себе сам остывает и густеет дальше. А мы переходим дальше. И следующий продукт, который обязательно идет в мясо по-французски, по моему личному мнению, это жареные грибы. Порежем небольшое количество шампиньонов и слегка их обжарим. Разогреваем небольшое количество растительного масла и отправляем обжариваться грибы. Самое главное — дать грибам хорошенько прижариваться и не перемешивать их раньше времени. Дайте им запечататься до золотистого цвета, и тогда у вас получатся жареные, а не вареные грибы. И переворачиваем. А пока грибы обжариваются, можем мелко нашинковать 1 репчатую луковицу. Очень важно именно тонко нашинковать репчатый лук, чтобы во время запекания он запекался, а не варился. Красивые золотистые грибы. И перекладываем их на отдельную тарелку, пускай пока остывают. И для того, чтобы нам проще было собирать наше блюдо, сразу порежем картофель. Это, конечно, не обязательно, но мне кажется, когда мясо по-французски подается сразу с гарниром, это намного вкуснее и ароматнее. Картошку буду нарезать тоненькими пластиночками. Супер! И картошка у нас будет выполнять роль того продукта, который будет впитывать в себя все соки во время запекания. Поэтому выкладываем ее на противень для запекания, на пергаментную бумагу, тонким равномерным слоем. И обязательно картофель нужно немного присолить. И отставляем пока в сторону. Теперь, что касается куриного бедра. Мне нравится предварительно обжарить мясо с 2 сторон до аппетитной золотистой корочки. Но для того, чтобы они были более равномерными и хорошенько обжаривались и пропекались, я их слегка отобью и обработаю. Сковородку можно сразу включить греться. Куриное бедро разрежу, чтобы его было удобнее распластовать. И проверяем на наличие хрящиков. Если они есть, то мы их обязательно убираем. А само бедрышко можно немного отбить. Мясо обязательно посолить и поперчить с 2 сторон.
Так как бедра достаточно жирные, да и от грибов небольшое количество растительного масла осталось в сковородке, обжариваем их, не добавляя лишний жир. Запечатали с одной стороны и сразу переворачиваем. И как только схватится со второй стороны, перекладываем на картофель. И то же самое проделываем со всеми остальными кусками. Выглядит так, что уже хочется это съесть. Но это еще не все. Распределяем наши грибы и репчатый лук на каждое филе. И небольшое количество репчатого лука. Ну и какое же мясо по-французски без сырочка? Его должно быть достаточно много. Буду использовать мелкую терку. Просто сырные облака. И вот теперь, чтобы сыр во время запекания не горел, мы сверху поливаем все это нашим белым соусом. Конечно, можно было бы использовать обычный майонез, но это так скучно, жирно и невкусно. Посмотрите, какой он шикарной консистенции. Ну просто красота. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, до полного приготовления картофеля, так как все остальные ингредиенты у нас практически готовы. На это уйдет примерно 30, ну максимум 40 минут. Получается очень вкусно. Давайте скорее пробовать. Идеально.